Всем привет! Хочу поделиться своей радостью. 20 декабря я посеяла пеларгонию, посеяла петунью. Сегодня 23 декабря, прошло ровно 3 дня и показываю вам результат. Сеяла я в грунт, в теплый грунт, проливала его кипяточком. И смотрите, уже 3 семени взошло. За 3 дня пеларгония у меня сходит. И 2 наклюнулись. Раскрыла пакетик и показываю. Смотрите, прошло ровно 3 дня. Это результат посева 20 декабря. Стоят они у меня на подоконнике. Здесь температура, ну, наверное, градусов до 25. Очень теплый подоконник. Плюс ко всему посеяла в теплый грунт, пролитый кипятком. И вот такой результат. Сейчас хочу немножечко пролить грунт. Проливаю из шприца совсем немножечко тепленькой водичкой, чтобы не переливать сильно. Вот этого будет достаточно. И опять завязываю пакетик. Пока я делала такие процедуры воздухом, пакетик напитался, грунт тоже. Пакетик буду держать, пока все семена не взойдут. После того, как семена взойдут, буду открывать пакетик на 1-2 минуты, проветривать его и опять завязывать до появления 2 настоящих листочков. После этого пакетик можно снять, укрытие, и они перенесутся на стеллаж теплицу, который я сегодня начну делать для своих росточков. А делать стеллаж теплицу я буду из вот такого короба. Это короб из зальной стенки, которая еще была куплена до революции родителями мужа. Значит, и основную массу стенки мы разобрали, она пойдет на дрова. А этот короб я себе оставила для стеллажа теплицы. Сейчас я буду оббивать вот такой блестяшкой внутренние стенки, полочки стеллажа вот такой блестяшкой, чтобы она отражала свет, чтобы растениям было светло. И нужны мне степлер, ножницы и рулетка. Отмеряю ширину стенки. 42 сантиметра и высоту 83. Сразу же отмеряю ширину стенки. Это 43 сантиметра, но так как стенки одинаковые, то 43 прибавляю к ширине второй стенки и обрезаю 86 сантиметров. Потом просто перережу напополам. Но нам еще нужна высота. А высота у нас 83 сантиметра стенки. Вот так. И складываем и прорезаем. Прикладываю
блестяшку к внутренней стороне стенки и фиксирую ее. У меня есть вот такие подставочки для полочек. И чтобы их потом не потерять, потому что они когда их выймешь, вот так, плохо прощупываются дырочки. Поэтому я сейчас вырежу, сделаю наметочку. Вырежу небольшое отверстие, вот так, чтобы потом можно было продеть. Дальше. Вот, одна стеночка у нас уже готова. И так по всей внутренней поверхности. Вот такой стеллаж у меня получился. Оббила все внутри. Стенки, полочки снизу. Вот так все получилось. Этот стеллаж у меня будет стоять возле окна, возле батареи. Поэтому я стеллаж не закрываю. Так как температура в комнате у меня меньше 22 градусов не опускаю. Кто ставит такой стеллаж для растений и температура в помещении ниже 18 градусов, обязательно нужны стенки, чтобы закрывать полностью, делать полностью теплицу. Вот так как я сейчас вам показываю заднюю стенку, я просто повесила блестяшку, но у кого температура в помещении ниже 18 градусов, обязательно закрепляйте заднюю и переднюю стенку. Переднюю стенку не нужно закреплять, потому что вы будете откидывать, поливать свои растения, смотреть за ними. А заднюю стенку необходимо закрепить тоже блестяшкой внутрь. И сейчас последний и самый трудный этап в изготовлении стеллажа теплицы — это сделать освещение для каждой полочки отдельно. Делать освещение для моего стеллажа согласился мой муж. Так как я в этом ничего не понимаю, делаем верхнее отверстие для патрона под лампу. Вот такой стеллаж у меня получился. Стенки переднюю и заднюю я не зашивала. Значит, на 3 отделения. В каждом отделении у меня по лампе. И лампы, это простая энергосберегающая лампа. Это фитолампа у меня осталась с прошлого сезона. И здесь у меня вот такая лампа дневного света, люминесцентная, или я не знаю, как она называется. На сколько ватт, не знаю. Брала по прошлому году, и нормально она себя показала, эта лампа. Сделала по одной лампе, так как расстояние у меня между стеночками всего 83 сантиметра, по-моему. И она метр одной лампы хватит с головой. И чтобы днем, когда я буду открывать шторы, это будет солнечный свет. Если он будет светло от окна. Вечером, когда темнеет на улице, я буду включать подсветочку, и она у меня будет часов 4-5 будет гореть подсветочка. Вечером я также вот сделала такую накидочку. Вечером, когда не будет дневного света, она будет отражать больше света для растений. Я ее ничем не закрепляла, просто вот так буду накидывать на заднюю стеночку. И все. А днем снимать, чтобы от окна был свет. Я уже поставила сюда
свои колиусы. Это вегетативные колиусы, взятые черенками из моих, которые все лето у меня росли в саду. Ну вот, как-то так. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.